Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, наше бритье. Сегодня, как обычно, звездный состав, несколько в другой форме, но тем не менее сегодня звезд на 1 квадратный сантиметр вот этой ванны тоже как бы зашкаливает. Что именно у нас сегодня будет, я вам предлагаю посмотреть подробно. Это первый герой нашего сегодняшнего обзора. BBS1. Почему именно один, я не в курсе, еще не сильно-то разобрался, может быть есть и два, но маловероятно при учитывании того факта, что достать этот станок на сегодняшний день практически нереально. Продается под предзаписи, предзапись на несколько лет вперед. Да и насколько я знаю, сейчас этот лист закрыт, невозможно в этот лист попасть. Стоимость станка зашкаливает, то ли 350, то ли больше евро. Изготовлен, долларов, простите, пожалуйста. Изготовлен из нержавеющей стали, трехсоставной, 118,9. Верхняя плита, нижняя. Обратите внимание на гравировку. Изготавливается в Лос-Анджелесе, в Америке. Сама ручка. Ну такая, вот мужской вариант, знаете, вот такой, не тяжело, не легко, внушает уважение. Я думаю, мы сегодня поставим жилет Silver Blue. Ни разу еще не пробовал эти лезвия, но многие люди хорошо отзываются о нем. Резьба работает как часовая, без сучка, без задоринки. Ну, в принципе, неудивительно, учитывая стоимость станка и его славу в мире. Вылет лезвия. Мыло сегодня будет Fine. Santal Absolute. В свойственной манере. Картинка на мыле повторяет то, что на пачке. Учитывая, что мыло твердое, и полученную информацию от ребят, я с умными людьми тут посовещался, нашли новые способы, как добиться фэншуя с этим мылом. Хочу использовать сегодня полюбившийся мне Зенит. Недорогой по барсучьим меркам помазок, но чрезвычайно информативный. Я думаю, что с твердым мылом он нам только поможет сегодня. Автошейвом будет сегодня старая добрая фирма J.E. Atkinson, которая впервые-то прозвучала в 1799 году. Тогда Джей Аткинсон начал так хорошо торговать мылом, что его брат Эдвард все бросил к чертовой матери и поехал к нему в Лондон. И вот с тех пор фирма начала только подниматься. Есть и ордеры на королевское изготовление, и патенты, и слава по всему миру. На сегодняшний день линейка производится в Италии на основе манго, маслов манго. Ну, заслуженная. Если бы можно было тут ставить медали, я думаю, места бы живого уже не осталось. Как это покажет себя сегодня, сейчас мы узнаем. Ну что ж, путь, друзья. Мыло уже замочил, правда не совсем обычным способом, с катли. Ну, для этого он, кстати, как не этот.
для этого он хорошо подходит. Давайте, наверное, попробуем по другой процедуре. Узнаете полотенце Мюлле? Я из одного сделал два, и, как оказалось, мне так гораздо приятнее. Так вот, за мыло Fine. От умных людей, я посоветовался таки с умными людьми, узнал примерную картину, что мыло Fine сделано по английскому образу и подобию, по английской рецептуре, по старой доброй. Как вы знаете, скатлы в Англии так не очень-то были в почете, потому что наряду с ними очень себя хорошо там чувствовали мугл. Кто такой зверь мугл? Это такая маленькая фарфоровая чашка, наверху у нее вот такая вот штука с дырочками, кладется туда мыло. А сбоку еще есть дырочка под помазок, наливается туда вода, и по сути все, что у вас есть, мокрый помазок и мыло. И вот так вот англичане и бреются. Вот исходя из этого мы сейчас с вами попробуем что-то подобное изобразить. Жалко, нет у меня мугла, но попробуем без него. Итак, мыло замочено. Так, тогда я, наверное, мыло из скатла и не буду вытаскивать, пускай оно там есть. Стряхиваем всю воду максимально и попробуем поработать. Загрузить помазок. Именно поэтому я взял Зенит. У него костяк, твердость такова, что с твердым-то мылом должен справиться. Ну вот смотрите, у нас получается практически сухой помазок, сухое мыло, а уже что-то там пошло. Основная идея, сейчас постараемся загрузить помазок, насколько это возможно, пока вот вся та вода, которая остаточная, не оставалась на мыле и на помазке, не начнет уже затруднять движение помазка. А потом уже будем постепенно переходить на лицо. Тем более, что пришейф на лицо мы уже с вами нанесли. Есть, конечно, определенный соблазн попробовать по схеме, вот, за которую вот тему поднял Дмитрий Десмон Десир, на ладони. Ну, как-то еще не готов. Так, без камеры потренируюсь. Ну, нормально так вроде загрузился. Это уже даже не безе, а что-то там такое прям ого-го. Сейчас Зенит делает то, что он умеет делать лучше всего. Это массировать ваше лицо, не причиняя неудобств. И делая это максимально эффективно. Парни, я второй раз его в руках держу и второй раз начинаю его обожать. Чутка водички вот так. Ну вот, ребят, вот видите, вот думаю, что и с Mike Soap нужно было поступить точно так же. Вот, совершенно другая картина. Какой нахрен скатл? О, вот как оно работает. Парни, спасибо вам всем огромное, кто подсказал, как правильно работать с этим мылом. Вот именно так и нужно было делать. Совершенно вы были правы. Отлично, просто отлично. Я прям доволен. Ну что ж, мировая легенда BBS 1. Посмотрим.
Ребят, станок не гладит. Нет, он бреет. Ну прям интересно. Чуть-чуть буквально подзагрузим. Омолодить. Ну, как бы, ребята, и все. Вот оно, логическое завершение. Сейчас осталось только чуть-чуть подсобрать. Ну, так уже первое впечатление сформировалось, конечно. Ну все, парни, все. Дайте мне 6 сек привести себя в порядок и... Хотя, посмотрите. Отцепись, блин. Не хочет? Вот, ребят, вот. Вот так надо было с самого начала. Ну все, сейчас я быстренько ему вернемся. Фух. Хорошо. Остался последний персонаж нашего рассказа. Аткинсон. Жаль, что он молочко, не очень-то я молочко жалую. Редко какое молочко заходит. Но, тем не менее, чем богаты, тем и рады. Сейчас будем разбираться. Дозатор необычный. Такой с пшикалкой. Ну, 3 раза, наверное. Давайте на этом остановимся. Ребята, запах просто бомба. Молочко отторжения не вызывает. Оно, смешавшись с влажным лицом, оно стало еще жиже, оно разбежалось по всей коже. Будет ли залипать, узнаем через несколько минут, оставит ли пленку. По запаху, то, что там манговая линия где-то присутствует, вполне вероятно, что да. Не фруктовый, он летний, он не цветочный. И не травяной, он просто летний. Я не знаю, как сравнить это. Запах хорошего солнечного дня, запах радости. Вот вы едете на машине где-то, я не знаю, там в Голландии, в Казахстане, вот все поля усыпаны маками, и вы просто или в кабриолете, или окошко открываете, вот вам в лицо все это бьет. Ну как вы определите этот запах? Да никак. Вот это никак и здесь, но оно вас равнодушным точно не оставит. Это не никоскосовый запах, это ого-го какой запах. Ну так я понимаю, почему они прорвались к Королевскому дворцу, получали патенты и разошлись по всему миру. Да, вещь однозначно. Успокаивает кожу 5,
Про пленку знаю чутка попозже, но я бы от такого молочка не отказался, точно вам говорю, хорошая штука. Итак, к нашим пирогам. Мыло. Тот, огромное тебе спасибо за ту продукцию, которую ты для нас выпускаешь. Не сразу я нашел путь и ключ к сердцу твоего мыла. Все-таки пришлось 2 раза попробовать. И 3-й раз, благодаря вот, ребята, вам, то, что в комментариях подсказывали, и то, что вот с умными людьми разговаривал, все-таки мы этот подход нашли. И, ребята, то, что мы нашли, мне чертовски понравилось. Загибаем пальцы. Скольжение 5. Запах. Индивидуально, но конкретно этот и вот те, которые пробовал, мне тоже очень понравились. Свою субъективную я могу сказать 5. Пена. Ребята, так что я с такой пеной всю жизнь жил. Не надо ни скатла, не надо ничего. Вот сейчас мы с вами на лице попробовали, и посмотрите, что получилось. Да, это не то безе, не те сливки, которые мы делаем из мягкого мыла. Но так оно для этого-то и не предназначено. Оно предназначено для другой пены. Если вы подходите барану и стрижете его шерсть, чтобы связать перчатки, ну, не надо то же самое подходить к пауку, собирать его паутину и говорить: друган, ну смотри, я сейчас тоже перчатки буду вязать. Нет, это разная шерсть. И вот это для лица. И взбивать именно вот так. Да, это дольше, чем мягкое мыло. Да, вы потратите там на пару-тройку минут, возможно, больше времени. Но, ребят, поверьте, вот эта сторона, если вам зайдет, она понравится. Понравится. Вот ту пену, которую я вот узнал сегодня первую, я от нее балдю. Спасибо. Вот спасибо, прям вот познакомились с новой штукой, понравилось, очень понравилось. Ну, за помазок Зенит я таки вам говорить ничего не буду, потому что он себя, ну как верный боевой товарищ. Он себя опять зарекомендовал. И вот сейчас вот 2-й раз чуть-чуть ручка скользкая, когда, вы знаете, что-то попадает, так удержать. Но это не принципиально, это, знаете, даже не придирка, это так, мысль пробежала и убежала. Бомба, бомба. Если когда-нибудь представится случай, я себе такой обязательно возьму. Ну, камешек сегодня не понадобился. Главный товарищ нашего сегодняшнего обзора. Он не гладит, он бреет. Бреет достаточно хорошо. Определить его агрессивность – сложная задача, и для меня сейчас непосильная. Я далек от мысли, что вот с 1-го раза взял станок в руки, сразу его понял, оценку его выставил, все, печать, клеймо, свободен. Нет. Я думаю, что и со 2-го, и с 3-го раза, и, возможно, и с 5-го, навряд ли бы я его понял до конца, потому что простор для деятельности просто велик. Это разные мыла, разные лезвия, то есть вот тут как бы есть над чем работать, и поэтому я могу сейчас основываться только на своем первом впечатлении. На своем первом впечатлении от Фэтбоя, от Роквелла и прочего, как и здесь. Вот первое впечатление о BBS-1. Ребят, станок понравился, но понравился не настолько, чтобы я брызгал по всем сторонам кипятком и кричал: ребята, это бомба. Вот за Роквелла я так готов был делать, и сейчас я, пожалуй, смогу это тоже повторить. За этот нет. С 1-го раза вот такого впечатления он на меня не оказал. Хорошо ли он побрил? Да, хорошо. Но не лучше Роквелла. Возможно, даже Роквеллом я бы лучше побрился. Почему? Роквелл вселяет в меня какую-то уверенность, какое-то чувство безопасности. Не в том смысле, что делай, что хочешь, я тебя спасу. Да, есть такое, но мы понимаем, если я буду делать то, что хочешь, я не побреюсь нормально. Поэтому я стараюсь бриться нормально, а он мне тылы прикрывает, чтобы мне сзади никто не зашел и там раз и порезался. Нет, с этим другом нужно быть, вот это мастер своего дела. И вы должны быть мастером своего дела. Не расслабляться ни на секунду. Где-то чуть-чуть угол не так поставили, где-то чуть-чуть не так провели. Возможно, вы даже сможете порезаться, как я сегодня маленечко порезался. Возможно, даже где-то вы не пробреете до конца, как я вот сегодня не пробрил. Я вот здесь вот это вот ежика чувствую. Если меня кто-то спросит, что тебе больше нравится, этот станок или Роквелл, пока, ребят, он Роквелла с позиции номер 1 в мире, в моей личной шкале, он не потеснил. Нет, не потеснил. Возможно, даже не позиция 2. Потому что кроме Роквелла, если так вот вниз спускаться, наверное, мне все-таки больше бы прогресс
зашел бы. Вот так вот, знаете, на сырую, пока вот это вот все еще не устаканилось. Потом, когда устаканится, возможно, это как-то будет по-другому выглядеть. Но вот сейчас, по первым впечатлениям, это именно так. Хороший ли станок? Да, несомненно. Великолепный, просто прекрасный. Ручная работа, нержавейка, 350 евро, 350 баксов. Очередь там нахрен знает сколько лет вперед, и вы сейчас не попадете в эту очередь, потому что запись закрыта. Если вы захотите взять такой станок, где вы будете брать, я не знаю. Но вот сейчас, подержав его в руках, я остыл. Да, хороший, да, хороший. Те, у кого он есть, люди знали, к чему шли. Я думаю, они об этом ни капли не жалеют. Возможно, добрая половина, если не все, и не разделят те слова, которые я сейчас сказал, вот они с ними не согласятся и будут правы. В этом мире все фломастеры. Вот к этому станку я сейчас отношусь так. Возможно, что пару-тройку раз побрившись, я пересмотрю свое мнение, но для этого у меня пока недостаточно информации. Ребят, пленки нет. Нету пленки. Отсутствие пленки 5. Ее просто нет. Вот где-то там далеко-далеко, но это даже пленкой не назвать. На этом разрешите с вами попрощаться. Дай вам Бог здоровья, счастья. Берегите себя, берегите своих близких. Густой вам, душистой, запашистой. Пускай всегда у вас все будет хорошо. До новых встреч. Пока-пока.